Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку из 10 роскошных зимних тортов, которые идеально просто подойдут на все зимние праздники. Это торт Спекулос со вкусом знаменитого пряного печенья Спекулос, естественно, торт Красный бархат, изумительно вкусный безейный шоколадный торт Щелкунчик, торт пряный Наполеон в шоколаде, торт слива-апельсин, нежнейший торт Золото Востока, торт Зимний лес, ореховый торт яблоко-корица, ароматнейший торт Мандариновый восторг и, конечно же, торт Глинтвейн. И все эти торты по вкусу абсолютно не похожи друг на друга. В данном видео я пеку роскошный, незабываемо вкусный рождественский торт Спекулос. Торт со вкусом знаменитого на весь мир одного из самого древнего вида рождественского печенья. Это печенье Спекулос, или же в Германии, где я очень давно живу, которое выпекается здесь уже с X века. В Кёльне уже известно, что оно выпекалось уже в X веке. Это печенье называется шпекуляциус. И этот вид рождественских сладостей готовился перед Рождеством, ко дню всегда святителя Николая Чудотворца. И по традиции считается, что даже сам вид, формы этого печенья напоминает какие-то определенные эпизоды из жития святителя Николая Чудотворца. И до сих пор это печенье является одним из самых любимых и распространенных видов рождественского печенья в Германии, в Голландии, в Бельгии и очень любимый народом. Торт этот не похож будет ни на медовик ни в коем случае, ни на молочную девочку, ни на эстерхази. Готовить его будем с нежнейшими песочными коржами, с миндалем. Большое количество миндаля будет в этих коржах. С очень ароматной, вкусной мандариновой прослойкой. И, конечно же, ключевая специя, которая отличает вообще спекулос или шпекуляциус от имбирных пряников, это является белый перец, который добавляется в тесто. Послевкусие остается такое очень приятное, согревающее во рту от этой специи. Итак, сначала приготовим заварную основу для крема шарлотт. 300 мл молока, 420 грамм сахара и 16 грамм ванильного сахара. Часть сахара, небольшую совсем, примерно 1/10 часть я оставлю для потом яиц. Сейчас довожу молочно-сахарную смесь до кипения, размешаю весь этот сахар. Когда начнется кипение, вот так начинается кипение, 2 минуты я еще провариваю сироп на умеренном огне, то есть из 9 делений на моей плите на 3-м делении я варю. 2 яйца среднего размера, можете взять 6 желтков, если они у вас есть в наличии. У меня не было желтков, поэтому беру яйца. Остаток сахара перемешиваю, сахар не размешается в яйцах, это нормально. Когда прошло у меня 2 минуты, сироп хорошо прокипел. Сейчас при непрерывном помешивании вливаю весь сироп в яйца. Яйца не заварятся, ничего с ними не произойдет. Когда я вылила всю молочную смесь в яйца, я обратно в эту же кастрюлю, где у меня кипел молочный сироп, выливаю уже всю эту массу. И сразу же, также при непрерывном помешивании, довожу это до кипения. И когда закипит, провариваю еще примерно 2 минуты. Подробнейшие видео по приготовлению крема шарлотт есть на моем канале. Я вам ссылочку, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Итак, когда пойдут вот такие уже активные пузыри, на умеренном огне все это варим. Вот их видно здесь, эти пузыри. Провариваю, чтобы загустела немножко эта смесь. Она уже будет густеть, вы увидите. Она здесь будет, так как мы не на желтках его в данном видео готовим, а на цельных яйцах. Провариваем до состояния такой очень жидкой сгущенки. И снимаем с огня. Все это уже заварилось. Сейчас переливаю я в ту емкость, где у меня смесь будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния, иначе потом крем расслоится у нас при взбивании. Переливаю в посуду, где смесь будет остывать до комнатной температуры, накрываю пищевой пленкой в контакт и готовлю сейчас мандариновую начинку. 120 грамм сахара и 30 грамм кукурузного крахмала. Сахара вы можете брать меньше или больше. У меня мандарины достаточно кислые. Если у вас сладкие мандарины, можете брать 100 грамм сахара. 250 миллилитров молока пастеризованного, то есть очень длительного хранения.
Я высыпаю туда всю сухую смесь. Свежее молоко не подойдет, может свернуться от мандаринового сока. Поэтому берите лучше ультрапастеризованное молоко. Все это перемешала до однородности. 200 мл свежевыжатого мандаринового сока. Можете брать покупного из пачки, но я беру свежевыжатый. 2 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Вы можете также брать 6 желтков. Вливаю туда всю жидкую смесь. Все это перемешиваю. Добавляю туда цедру 3 достаточно таких крупных мандаринов. Все это перемешиваю. И иду сейчас уваривать эту заварную основу на плиту. Сейчас на умеренном огне, при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном, я довожу эту смесь до кипения. Когда начинаются первые пузыри, я провариваю эту смесь еще 20-30 секунд и снимаю ее с огня. Добавляю туда 50 грамм сливочного масла. Все это очень хорошо перемешиваю до однородности. И эту мандариновую начинку я сейчас выливаю в ту емкость, где она у меня будет остывать до холодного состояния, накрываю ее пищевой пленкой в контакт и начинаю готовить уже сами коржи. Для коржей мне понадобится 300 грамм холодного сливочного масла. Натираю его на терке, так проще всего. Можете ножом его мелко измельчать, это все на ваше усмотрение. Добавляю туда сейчас 250 грамм сахарной пудры. Можно брать сахар, но он не растворится, и лучше всего, конечно, брать пудру. Слегка перемешиваю и приготовлю сухую смесь. 500 грамм муки, 200 грамм молотого миндаля. Миндаль очищенный, но грубого такого помола у меня достаточно. Щепотка соли и 8 грамм разрыхлителя. И сейчас, внимание, добавляем специи. 1 столовую ложку туда добавляю специи для имбирных пряников. Также 1 столовую ложку корицы, 1 чайную ложку белого перца без горки. Этого будет достаточно на это количество теста. И мне показалось, я когда все это перемешала, потому что от разного производителя вот эти специи, они очень разные для пряников. И я добавила еще 1 столовую ложку, потому что от другого производителя, допустим, она более яркая во вкусе, эта специя, а от этого производителя менее яркая на такое количество теста. И поэтому я пробую всегда и добавила еще дополнительно, то есть 2 столовые ложки специй для имбирных пряников я туда добавила. И обязательно белый перец добавляем, обязательно, иначе это уже будет не спекулос. Перемешиваю все это, добавляю туда 3 яйца среднего размера, лучше тоже брать яйца охлажденными. Все это перемешиваю просто миксером. Можете руками все это перемешивать, просто будет чуть подольше. Тесто я ни в коем случае не буду убирать в холодильник. Все это делается очень просто и быстро. Вам нужно уже сразу подготовить, разогреть духовку на 200 градусов Цельсия. Выпекаются эти коржи очень просто и очень-очень быстро. Буквально 4-5 минут печется каждый корж. То есть тут нужно будет просто быстро раскатывать, чтобы у вас хватало времени раскатать корж и тут же его выпекать. Тесто я сейчас делю на 11 частей, примерно так, равных. Можно и на 12 будет разделить это тесто, но мне всегда комфортнее работать с тестом, когда у меня есть в запасе немножко теста на обрезки. Скатала вот такие 11 шариков и начинаю уже раскатывать коржи. Удобнее всего просто накрываем еще одним листом бумаги для выпечки, и как бы маленькой скалкой я это не раскатываю, а вытягиваю. Очень быстро все это делается. Крышка 24 сантиметра в диаметре у меня от кастрюли. Убираю выпекаться в моей духовке при температуре 200 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Буквально 4 минуты. 4-5 минут. Дольше не нужно. Как только вы увидите, что золотятся краешки у этих обрезков, сразу же нужно вынимать. Коржи сразу же, как только мы достали из духовки, еще в очень горячем виде, вот так аккуратно обрезаем по этому трафарету. Коржи очень хрупкие, очень ломкие. Я вам сейчас покажу на разломе, как обрезки выглядят. То есть с ними нужно обращаться действительно крайне бережно, с этими коржами. Вы видите, какие они тающие во рту. То есть вот эта рецептура, она помогает быть этим коржам необыкновенно рассыпчатыми и вкусными, как и само печенье. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, что такое белый перец. Это разновидность перца, который более ароматный, чем черный перец, и обладает меньшей жгучестью, чем черный перец. Черный перец здесь использовать не нужно.
Испекла я 11 коржей, убираю пока в сторону. Вот такие обрезки, показываю обрезки на тот случай, если у вас нет печенья вот этого спекулос, и вы не сможете боковину украсить печеньем, вы же можете измельчить просто обрезочки эти и обсыпать обрезками. Завершаем приготовление крема шарлотт. 500 грамм размягченного сливочного масла взбиваю 2-3 минуты и добавляю туда примерно по 2-3 столовые ложки заварной основы. И прорабатываю быстро миксером. Чем хорош крем шарлотт, он никогда не расслаивается. Главное здесь соблюдать температурный режим, чтобы примерно, хотя бы 23-25 градусов Цельсия были у вас обе массы. Сейчас холодно, очень зима, и нужно смотреть на то, чтобы у вас не была эта масса застывшей. Крем шарлотт я здесь использую не случайно в этом торте, именно для того, чтобы структура коржей все-таки оставалась песочной, потому что от более мягкого сливочного, либо же влажного заварного крема они просто будут слишком сильно размягчаться. Остывшую до холодного состояния мандариновую начинку я просто перекладываю в кондитерский мешок, мне так удобнее будет работать потом в последующем. Если у вас нет кондитерского мешка, можно для этого использовать просто пакет для замораживания продуктов. Крем я поделила на 12 частей, 11 частей я выложу на коржи, и одну часть, 12-ю, я буду использовать уже для украшения. Обратите внимание, что коржи на торт я перекладываю при помощи подложки, при помощи какой-то досочки нужно. Они слишком хрупкие, чтобы брать их в руки, но они того стоят. Коржи необыкновенно нежнейшие, их можно кушать просто как печенье. Очень вкусные, очень советую готовить этот торт. Вот это идеальное сочетание мандарин и печенье спекулос, это всегда беспроигрышный вариант. Я здесь намеренно не использую чистый мандариновый курт, а все-таки этот крем мандариновый я делаю немножко с молоком, чтобы он не так ярко выделялся во вкусе торта. У меня здесь покупная пачка этого печенья. Здесь у меня такой именно очень пряный вариант этого печенья, веганский. Он всегда идет наиболее терпкий. И видите, вот они мотивы, как считается по традиции из жития святителя Николая Чудотворца. Видимо, голландцы здесь несли свои мельницы также. Мельница – это неотъемлемая форма вот этого печенья. Тут разные звери, и корабль есть, и растения. И, конечно, если у вас нет возможности такое печенье купить, то можно просто крошкой, оставшейся от обрезочков коржей, посыпать боковины. И посыпаю сейчас я все это корицей. Посыпаю так слегка. Можно украсить обжаренным миндалем, тоже будет очень вкусно. Делаю завитки из остатков крема из 12 части. Насадка у меня здесь кондитерская 1М. Из крема шарлотт получаются просто удивительные украшения. И украшаю печеньями, тоже традиционными очень в Германии. Это рождественское печенье Цимтштерне. То есть это как бы звезды из корицы. Печется оно без муки, только на орехах. Оно у меня тоже готовое, покупное, просто беру для украшения его. Разрезаю его сразу, этот торт. То есть он у меня вообще не стоял в холодильнике. Если он постоит в холодильнике, он будет идеально просто ровно нарезаться. Его можно, как только достали из холодильника, кто любит хрустящие такие коржи песочные, то нужно его есть сразу после холодильника. Если вы любите такие влажные, такие мягкие коржи, то нужно дать ему полчаса настояться при комнатной температуре и тогда только подавать на стол. Торт роскошный, по-другому я сказать не могу, необыкновенно просто вкусный. С таким нежным согревающим послевкусием благодаря белому перцу. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Я всем искренне желаю очень успешной, удачной предрождественской выпечки. Я делаю нежнейший, незабываемо вкусный, зимний, с такой нежной пряной ноткой торт «Золото Востока». Торт необыкновенно просто вкусный получается. Тает буквально во рту без преувеличения. Готовится очень просто и быстро. Из простых и доступных продуктов. Идеально подойдет ко всем рождественским новогодним праздникам. Очень атмосферный такой тортик с очень красивым разрезом. И, как я уже сказала, нежнейший просто на вкус торт. Если вы любите такие пропитанные, влажные, с такой очень обильной начинкой торты, то это как раз этот вариант. Для коржа нам понадобится. Сначала приготовим сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя. Я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры. Щепотка соли. 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены. И добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты.
Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Тесто получается таким подвижным, это так и должно быть, это нормально. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать и круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Выпекаю примерно 35 минут на среднем уровне. Дверцу духовки, конечно же, во время выпекания мы не открываем. Корж у меня испекся, я ему дала остыть в форме. Когда он у меня уже остыл до комнатной температуры, извлекаю его из формы, перекладываю его сразу на ту подложку, на которой я буду собирать этот торт. В данном случае это у меня эта же форма. И при помощи большой кондитерской насадки делаю вот такие отверстия в этом корже. Я погружаю кондитерскую насадку практически до дна, но не совсем. То есть корж еще должен оставаться там внизу, но отверстия такие глубокие должны быть. И обратите внимание, что близко друг к другу совсем эти отверстия не делаем, иначе они будут просто сомкнуты. И это будет некрасиво потом в разрезе. Они все-таки должны стоять немножко отдельно, эти отверстия. И сразу же подготавливаю форму. То есть форма должна быть полностью готова. И готовлю начинку. В качестве начинки нежнейший пудинг с корицей у нас будет здесь. 50 грамм сахара, 40 грамм кукурузного крахмала. Все это я просто перемешиваю. 500 миллилитров молока холодного здесь у меня. Часть от этого молока я вливаю просто для того, чтобы у меня разошелся сахар с крахмалом. Вливаю обратно все это в молоко. Добавляю также 1 чайную ложку корицы к молоку и 1 пакетик ванильного сахара. Иду сейчас все это уваривать. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании довожу всю эту смесь до кипения. Когда пошли первые пузыри, я провариваю еще примерно 30 секунд, чтобы смесь загустела. Можно уже снимать с огня. Итак, как только сняли с огня, добавляем туда сейчас 50 грамм сливочного масла. Можно холодного добавлять, это даже хорошо, чтобы смесь слегка остыла. И сразу же очень еще горячую эту смесь разливаем по этим отверстиям. Как раз вот это количество пудинга у нас хватит на то, чтобы заполнить все эти отверстия. Здесь идеальное количество, уже подрасчитанное, проверенное временем. Сейчас я уберу все это остывать. Можно поставить на балкон, на террасу, сейчас зимнее время года. И потом сразу убираю в холодильник, накрываю это пищевой пленкой в контакт, чтобы последующий крем, когда мы будем наносить, уже к этому времени начинка у нас была полностью остывшей. Иначе крем сливочный, он просто поплывет на теплой начинке. Но это остывает очень быстро на самом деле. Главное распределять эту начинку еще в очень горячем виде, иначе пудинг схватывается очень быстро, и вы потом уже ничего не сможете с ним сделать, и эти отверстия будут с такими как бы дырочками у вас наполнены воздуха, потому что пудинг, видите, он уже схватился как бы. Сразу хочу здесь сказать, что кроме корицы, если вы любите какие-то другие зимние специи, конечно же, можно их добавить, чтобы более такой насыщенный зимний вкус был, и приправу для имбирных пряников, и кардамон, и имбирь. Все, что вам нравится, можно добавлять в этот пудинг. Убираю сейчас охлаждаться. Здесь у меня 2 баночки мандаринов по 175 грамм мандаринов. В каждой баночке я сливаю эти 2 баночки на сито и даю им полностью обтечь. И готовлю быстрый сырный крем. 300 мл очень холодных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 60 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара и очень холодного также 300 грамм творожно-сливочного сыра.
Можете брать просто сливочный сыр. Взбиваю все это до устойчивых пиков. Сливочно-сырные кремы взбиваются всегда очень быстро и просто. И чем жирнее вы возьмете сливки для взбивания, тем плотнее будет масса у вас. Итак, крем я сейчас визуально для себя делю примерно на 3 части. Насадка у меня здесь кондитерская 2D. Для удобства ничего не перекладываю, чтобы мне не пачкать лишние кондитерские мешки. Наполняю уже сразу этот мешок с этой насадкой, хотя здесь, в принципе, для начинки она не нужна. Но потом, чтобы не менять и не тратить кондитерские мешки, делаю это. На полностью остывшую уже пудинговую начинку я наношу одну часть крема. Здесь, конечно же, можете использовать те кондитерские насадки, которые есть у вас в наличии. И также вместо кондитерского мешка можно использовать пакет для заморозки продуктов. Разравниваю и выкладываю все мандарины сейчас полностью, которые у меня обтекли уже на сите. То есть жидкости в них лишней не должно быть. Сразу говорю, что если у вас нет таких консервированных мандаринов, можно сварить мандариновый компот. Делается это очень просто и быстро. В интернете огромное количество информации, как это сделать просто. Можно загуглить и посмотреть, как это делается. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли чем-то это заменить. Если у вас совсем не получится как-то сделать эти мандарины, вы можете просто карамелизированными яблоками их заменить кислого сорта. Вы также можете здесь сварить апельсиновый или мандариновый курт. Все эти рецепты есть на моем канале. И можете заполнить эту прослоечку также при помощи апельсинового или мандаринового курда. Вторую часть крема нанесла, разравниваю. И сразу же сейчас, заметьте, это важно сделать, хоть вы в круглой форме будете это делать, хоть в прямоугольной, как у меня, извлекаю сразу торт из формы. Потому что потом повредится просто мое украшение. Это именно тот вариант украшений, который я здесь использую. Этот вариант очень быстрый. Ничего здесь выравнивать не буду, никакими другими кремами, никаким ганашем. Это все можно делать, конечно же, ганашем покрыть шоколадным. Этот торт тоже будет очень вкусно. И делаю просто вот такие завитки. Как раз крема у меня полностью хватит на то, чтобы сделать вот такие завитки на такое количество сантиметров. 28 на 18 сантиметров, либо же 24 сантиметра в диаметре, если вы круглый будете делать этот тортик. Торт этот готовится очень просто. Вот эту начинку, пудинговую я имею в виду, и корж, и начинку. Корж вообще можно за пару недель заранее приготовить и держать его в холодильнике, то есть в морозилке именно, завернув его плотно в пищевую пленку, чтобы он не вобрал в себя лишние запахи. Начинку пудинговую также за сутки заранее можно залить. С ней ничего не случится, и уже непосредственно перед подачей, там буквально за полдня, может быть, отсадить вот этот сырный крем, чтобы просто распределить свое время работы над этим тортом. Он совершенно несложный. Сейчас посыпаю верх этих кремовых розеточек просто, опять же, корицей. Очень вкусный, необыкновенно нежный, зимний, неизбитый такой вкус у тортика получается. Настоятельно советую его приготовить. Нежнейший по вкусу, съедается мгновенно такой торт всеми любителями именно зимних таких вкусных десертов. Разрез у него просто бомбический у этого торта, всегда вызывает особый такой восторг у гостей. Мандарины придают особую сочность этой начинке. Разрезать очень удобно все эти пудинговые начинки горячим сухим ножом, чтобы не клеился ножка этой начинки. Этот торт прекрасно нарезается на порционные кусочки. Он идеально держит также свою форму при комнатной температуре. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Я готовлю незабываемо вкусный шоколадный торт «Щелкунчик». Торт готовится с шоколадным безе. Благодаря шоколадному безе у этого торта просто уникальный вкус, без преувеличения. И торт готовится совсем несложно из доступных бюджетных продуктов. Итак, я сейчас разделяю 4 яйца среднего размера на желтки и белки. Белки пока отставим в сторону. Нам сейчас для бисквита понадобятся желтки. И сейчас подготовим все сухие ингредиенты. 330 грамм муки, 15 грамм разрыхлителя, 60 грамм какао. Все это я просто перемешиваю до однородности и отставляю пока что в сторону. 5 яиц среднего размера. К ним я сейчас добавляю 4 желтка, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара. Все это сейчас взбиваю до образования такой небольшой пены. И добавляю сейчас туда порциями 270 грамм сахара. Бисквит этот очень неприхотливый.
получается даже у новичков. Очень советую приготовить тем, кто боится готовить вообще шоколадный бисквит из простых и доступных продуктов. И нарезать его можно уже даже в не до конца остывшем виде. Взбиваю еще примерно 3 минуты. Особая устойчивость здесь у массы нам не нужна. Вот до такой пышности я взбивала яичную массу. Отправляю туда 150 грамм растопленного сливочного масла, не горячего ни в коем случае, и 150 грамм молока комнатной температуры. И все это сейчас просто перемешиваю, долго уже ничего не взбиваю. Сейчас я просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Перемешиваю сейчас все это миксером, потому что здесь будет работать разрыхлитель. В принципе, особо здесь пышность это не нужна. Бисквит так и так поднимется. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать форму круглую для выпечки 26 сантиметров в диаметре. Выпекается бисквит примерно 40-50 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. На среднем уровне выпекала без конвекции. Духовку во время выпекания хотя бы первые 30 минут ни в коем случае не открываем, чтобы масса не осела. Проверяем деревянной шпажкой, она выходит сухая и чистая. Оставляем его полностью остыть сейчас бисквит. Взвешиваем все белки, которые у нас были. 130 грамм белка. Туда к ним я добавляю от 4 яиц белки. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара. И сейчас общего количества сахара вместе с ванильным сахаром берем в 2 раза больше. То есть в данном случае 260 грамм сахара. Посуда, в которой будут взбиваться белки, венчики, должны быть полностью обезжирены, иначе белки не взобьются. Все это аккуратно перемешиваю и иду сейчас на паровую баню. На паровой бане дно миски ни в коем случае не должно касаться кипящей воды. И сейчас доведу эту смесь до полного растворения сахара. Температура здесь будет у смеси примерно 45-50 градусов. Выше температуру белковой смеси поднимать не нужно. Сразу же ничего не ждем, переливаем всю эту смесь в ту емкость, где мы будем взбивать. Взбиваю сейчас эту смесь примерно 3 минуты. Очень важно смотреть на то, чтобы ни капли воды не попало в белки. Добавляю туда 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. У кого нет лимонной кислоты, можете добавить половину чайной ложки лимонного сока. Вот так, когда мы уже в процессе взбивания меренги добавляем туда лимонную кислоту или лимонный сок, меренга будет более устойчивой. После введения лимонной кислоты взбивала еще примерно 3 минуты, потому что мы здесь взбиваем именно шоколадную меренгу, это особый вид меренги. Какао, который мы будем сейчас добавлять, будет, конечно же, осаждать меренговую массу, поэтому на это нужно обратить особое внимание. Просеиваю туда сейчас 15 грамм какао-порошка для выпечки. Какао-порошок у меня не алкализованный. Быстро прорабатываю все миксером, долго ничего не взбиваю, просто чтобы объединилась безейная масса с какао. Больше здесь какао я брать ни в коем случае не советую. Будет казаться, что масса еще такая достаточно светлая, но она потемнеет в процессе высушивания безе. Если добавить больше какао, масса обязательно осядет, потому что какао содержит масла, и это будет очень негативно уже сказываться на качестве меренги. Сейчас вот такими палочками я отсаживаю на противень. Противень у меня здесь 42 на 32 сантиметра. Если у вас нет кондитерской насадки, кондитерского мешка, вы можете отсадить эти палочки также просто из мешка для замораживания продуктов. Срезать у него уголок и сразу им отсадить все безе. Ничего здесь не нужно ожидать. Все безе отсаживаем сразу на противень. Бумага здесь у меня для выпечки силиконизированная. Вы можете также на силиконовом коврике все это выпекать, на тефлоновом коврике, все на ваше усмотрение. Безе я буду сушить около 3 часов при температуре 90 градусов без конвекции. С шоколадом, то есть с какао, безе сушится немножко подольше.
Такие палочки из безе высушиваются гораздо быстрее, чем целые коржи. Итак, бисквит у меня уже полностью остыл. Я сейчас его нарежу на коржи. Вы же можете безе приготовить заранее. Даже за 2 недели заранее просто полностью дать ему остыть и убрать его в герметичный контейнер. Ничего с ним не случится. Поэтому этот торт, в принципе, можно собрать очень быстро, если у вас уже будет изготовлено заранее безе. Желтки также в этом случае можно будет заморозить и потом использовать уже размороженные желтки для изготовления бисквита. Кому это будет нужно, в интернете есть подробнейшая информация, как замораживать желтки. Разрезаю на 2 коржа, и шапочка мне понадобится для начинки сейчас и для обсыпки торта. Коржи у меня такие почти по 2 сантиметра в высоту. Шапочку сейчас убираю. Здесь у меня 500 грамм размягченного сливочного масла. Я его сейчас взбиваю примерно 3-5 минут, в зависимости от качества масла. Масло, конечно же, комнатной температуры, ни в коем случае не холодное. Добавляю туда также 800 грамм сгущенного молока с сахаром. Здесь у меня 2 европейские банки сгущенки. Если у вас по 380 грамм банка сгущенки, это ничего страшного, можете добавить 760 грамм сгущенного молока. Это не столь критично здесь. Взбиваем до плотности этот крем, чтобы он хорошо держал форму, чтобы из него сразу можно было отсаживать цветы. Если вы новичок, лучше по чуть-чуть добавлять сгущенного молока туда и уже взбивать, вводя сгущенное молоко маленькими порциями в масло. Сейчас шапочку от бисквита я измельчила. Половину я сейчас откладываю для посыпки торта, и вторую половину я оставлю для начинки. Добавляю туда 70 грамм обжаренного фундука измельченного и 1/4 кремовой массы я также добавляю к крошке, к бисквитной. Вот этот слой из бисквитной крошки с фундуком получается незабываемо вкусным. На вкус он вот ощущается как очень нежные кейк-попсы. Очень советую вообще это иметь в виду. И крошку мы используем, и в начинке будет дополнительный слой, очень вкусный. Для пропитки 2 коржей я беру около 70 мл молока. Можете 100 мл взять, но это может быть даже будет и много. Половину сейчас вот этой массы с крошкой я выкладываю на первый корж. Здесь я взяла 70 грамм орехов. Вы же можете взять орехов до 200 грамм на 2 коржа. То есть это все на ваше усмотрение. Как вы любите, больше орехов, меньше орехов. Половину массы с крошкой выкладываю на первый корж. Безе у меня вот такое уже сухое получилось. Оно прекрасно держит форму. И я выкладываю на первый корж безейные палочки. Вот таким образом сушить безе очень просто. Они сушатся очень быстро, неприхотливые, всегда получаются. Здесь очень важно, чтобы безе было просушено полностью для этого торта. Вот это шоколадное безе создает неповторимый просто вкус у этого торта. У меня есть еще один вариант торта щелкунчик, немножко отличается он от этого. На моем канале ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Этот вариант быстрый, неприхотливый, там безе выпекается с орехами. У многих в комментариях мне задавали вопросы, были проблемы именно с орехами выпекать, когда безе. У всех разные духовки, поэтому здесь я вам показываю самый простой вариант, который получится буквально у всех, если следовать точно граммовке и рекомендациям в видео. Оставшееся безе здесь я измельчаю и буду использовать его для украшения тортика сверху. Этого можно не делать, но очень красиво с ним будет смотреться. Выкладываю оставшуюся кремовую массу на верхний слой и разравниваю также. Если вам нужен тортик поменьше, допустим, круглый торт на 18-20 см в диаметре, вам следует взять всех ингредиентов и для бисквита, и для безейной массы вдвое меньше. Как я уже сказала, все составляющие для этого торта вы можете приготовить заранее, по отдельности, и облегчить себе просто работу. Благодаря вот этому шоколадному безе торт получается необыкновенно вкусным и ни на что не похожим.
Очень советую его приготовить. И торт бюджетный. В принципе, здесь без сливок, без сыров. Уберу сейчас на 2 часа в холодильник, чтобы просто он стабилизировался. Когда проведет тортик ночь в холодильнике, он становится еще более вкусным. Безе остается хрустящим в торте. Главное не использовать здесь другие виды кремов. Здесь можно брать крем Шарлотт, но ни сырные, ни сливочные кремы здесь не подходят. Разрез очень красивый у этого торта. Торт этот большой, примерно на 20 порций. Торт этот, конечно же, можно подавать и как нарезные пирожные. Он очень хорошо держит форму и прекрасно выглядит в разрезе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Необыкновенно вкусный торт слива-апельсин. Необычное сочетание, но в то же время очень гармоничное. Готовить я его буду без желатина, ручным миксером. Итак, 6 яиц я разделяю на желтки и белки. Яйца среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы, комнатной температуры. 6 белков. Туда же я добавляю щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм весом общим. И от 300 грамм сахара 1/4 я добавляю в белки. И взбиваю все это примерно минуты 3-4. И получается вот такая пышная глянцевая меренга. Пики у нее слегка подрагивающие. 240 грамм молока здесь и 100 грамм масла. Довожу все это до кипения, но не кипячу. Итак, в 6 желтков я всыпаю оставшийся сахар порциями и взбиваю примерно около 5 минут. Белки взбились вот до такой пышной побелевшей пены. Сейчас у меня также вскипело молоко с маслом. Я отставляю молоко пока в сторону. Все взбитые белки я вмешиваю в желтковую массу. Аккуратно, вот такими круговыми движениями вмешиваю всю эту массу. Такая масса должна получиться пышная. Туда же я сейчас просеиваю 340 грамм муки. В 3 приема я буду просеивать муку. Перемешиваю тоже круговыми движениями, венчиком, так удобнее просто. И волью также в 3 приема молоко с маслом. И также замешиваю все это круговыми движениями. То есть просеиваем муку, перемешиваем и потом сразу молочно-масляную смесь туда вливаем. И 3-й прием муки, уже завершающий, также ввожу. И 9 грамм разрыхлителя. Все это просеиваю. Также перемешиваю. И завершаю сейчас приготовление теста опять жидкой горячей молочной смесью. Вливаю ее в тесто и перемешиваю, чтобы не было комочков, круговыми движениями, снизу вверх. И вот такое тесто у меня получается. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Бисквит здесь у меня большой. Выпекать буду в форме 26 сантиметров. Форма без дна. Это разъемная форма. Я ее застелила двойным слоем плотной фольги. Ничего никогда никуда не вытекает. Такие формы иметь очень удобно. В них же можно собирать сразу и торт. И бисквиты в них получаются более ровными. И можно здесь выпекать абсолютно на любой диаметр бисквит в одной и той же форме. Итак, убираю сейчас на средний уровень выпекаться примерно на 35 минут. Слегка вот так постучу, и вышли лишние пузыри при этом. Пока бисквит печется, приготовлю сливовую прослойку. Здесь 500 грамм сливы у меня свежемороженой. Я их нарезала вот такими дольками, эти сливы.
30 грамм кукурузного крахмала, 120 грамм сахара. Сахара можете брать меньше, если у вас сладкая слива. У меня слива кислая. Перемешиваю и всыпаю всю сухую смесь в уже размороженную сливу. Но нарезать лучше, конечно, в замороженном виде, она так лучше нарезается. Вы можете кубиком нарезать, потому что так еще удобнее будет нарезать торт. Перемешиваем сейчас все это до однородности и идем сейчас на плиту уваривать всю эту смесь. Итак, кастрюля с толстым дном при непрерывном помешивании. Сейчас довожу всю эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только масса закипела, вот сейчас начала она кипеть, я провариваю еще около 5 минут. Будет зависеть от вашего крахмала и от вашей посуды, которую вы используете. Крахмал должен стать прозрачным. Вот 5-я минута уже у меня, я снимаю с огня. Выкладываю в посуду, где вся эта смесь будет у меня остывать. Слива это раскусывается хорошо, то есть она у меня при этом при варке она не превратилась в кашу, то, что мне и нужно было, потому что этот торт, он очень нежный на вкус, но вот именно то, что раскусывается в нем, это слива. Убираю сейчас в холодильник. Бисквит испекся. Бисквит выпекался примерно 35 минут. Он очень удачный, всегда получается. Даю ему остыть. Остыл до комнатной температуры, я его извлекла из формы и сейчас убираю буквально на 2 часа в холодильник в пищевом пакете. Бисквит остыл, я его нарезаю сразу же струной. Идеально ровный бисквит получается. Очень вкусный. Подробный его рецепт есть на моем канале. Это бисквит на горячем молоке. Нарезаю на 3 коржа. Шапочку можно снять. Я ее потом сняла, просто эту шапочку, чтобы разрез был более еще ровным. И вот такие удивительно ровные, красивые коржи получаются. Крем я готовила в предыдущем видео. Апельсиновый заварной крем. Очень вкусный, просто необыкновенно вкусный крем. Ссылку на то видео по приготовлению этого крема я оставлю, конечно же, в описании под данным видео. Проходите по ссылке и смотрите его подробное приготовление. Итак, начинаю сборку торта. Небольшой слой крема наношу на нижний корж. Также делаю бордюр из крема. Удивительно вкусное сочетание получается сливы с апельсином. Это два компонента в начинке, которые очень друг друга дополняют. Выкладываю сливовую начинку вот таким образом. Накрываю последующим коржом. Последующий корж я также не пропитываю, потому что и начинка здесь влажная, и крем достаточно влажный. И выкладываю всю начинку также на второй корж. Накрываю третьим коржом. Пропитываю третий корж просто холодной кипяченой водой. Остатками апельсинового крема я здесь слегка выравниваю этот тортик. В пищевую пленку его завернула просто и в кондитерское кольцо и убираю на ночь. Итак, прошла ночь, я приготовлю крем. Здесь у меня 200 грамм шоколада я растопила, 300 миллилитров сливок очень холодных, 16 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарной пудры, 300 грамм очень холодного сливочно-творожного сыра. Сыр не берите соленым, старайтесь как можно менее соленым брать сыр. И 250 грамм холодного сыра маскарпоне. Все это взбиваю до устойчивых пиков и вливаю туда весь растопленный шоколад сейчас. Шоколад не должен превышать температуру 30 градусов Цельсия. Шоколад здесь у меня 50% какао. Брать более темный шоколад я не советую, потому что он может такой дисбаланс создавать во вкусе. Потому что начинка очень нежная.
Взбиваю все это до однородности. Вот такой красивый крем получается у меня в итоге. Крем для украшения, я бы сказала, домашних тортиков, не профессиональных. Торт я достала из холодильника, он у меня очень хорошо охлажденный. И теперь из насадки 2D, кондитерская насадка, здесь у меня 2D, я украшаю его вот такими завитками. Нижний слой в 2 ряда я делаю завитки. И сверху тортика также я украшаю дальше. Крем на охлажденный торт ложится очень хорошо. В помещении у меня жара 30 градусов. И несмотря на это, все равно крем очень хорошо держит форму. Вот такой тортик в итоге у меня получается. Здесь можете также нарезать мельче эту сливу. Вы можете ее вообще пробить блендером. То есть все на ваше усмотрение. Торт, тающий во рту. Необыкновенно вкусный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Необыкновенно вкусный, красивый зимний торт, который подойдет на все зимние праздники. Торт «Зимний лес». Торт готовится несложно, из самых простых продуктов. Получается красивым в разрезе, с легкой такой зимней ноткой, пряной. Порадует как взрослых, так и детей. Итак, сначала приготовим крем. 750 мл молока доводим до кипения. 200 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, 80 грамм кукурузного крахмала перемешиваем и вливаем туда 250 мл холодного молока и также все перемешиваем. Также я беру 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм. Если у вас остаются желтки от приготовления зефира, меренги, белкового крема, вы можете также использовать здесь 12 желтков. Это не проблема. Здесь я использую просто яйца. Сейчас в закипающее молоко тонкой струйкой при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном я вливаю всю крахмальную основу. Доводим до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваем еще примерно 30 секунд и снимаем с огня. Перекладываем в ту посуду, где она у нас будет, эта смесь, остывать до комнатной температуры и остужаем, накрыв ее пищевой пленкой в контакт. Теперь приготовим бисквит. 220 грамм муки, 40 грамм какао, 8 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем и отставляем пока в сторону. Для бисквита также я беру 4 яйца среднего размера, комнатной температуры, щепотку соли, каждое яйцо весом примерно по 50 грамм без скорлупы, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваем. «180 грамм сахара». Бисквит я даже буду здесь выпекать без использования какого-либо миксера, просто венчиком буду замешивать. Это на тот случай, у кого нет даже вот миксера, можно приготовить. Также я добавляю туда 160 мл молока. При добавлении молока сахар растворится, за это переживать не нужно. И 40 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю. Всю сухую смесь просеиваю и перемешиваю также. Вы также можете замешивать все это миксером, если вам хочется, ручным миксером. Он неприхотливый очень, этот бисквит. Чтобы сделать бисквит более пряным, можно добавить туда половину чайной ложки приправы для имбирных пряников. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 35 минут. Все это нужно смотреть по вашей духовке. Здесь у меня прямоугольная форма 28 на 18 сантиметров. Также можно брать круглую форму 26 сантиметров в диаметре. Если вы захотите приготовить маленький тортик на 18 сантиметров в диаметре, форма, вдвое меньше ингредиентов просто нужно будет взять. Бисквит испекся. Я сейчас его полностью остужаю до комнатной температуры. Бисквит получается влажный, очень вкусный. Его можно кушать как отдельный десерт. Остыл он у меня до комнатной температуры. Я его извлекаю из формы
и сразу же его можно нарезать. Я его разрезаю на 2 коржа. Нижний корж я использую как основу для торта. Собираю в этой же форме, где я его выпекала. Верхний корж я делю вот на такие полоски. Вы можете брать и более тонкие делать эти полоски. Я вот делаю вот такие вот, примерно по 1,5 сантиметра шириной. Это все на ваше усмотрение. Здесь все, как вам подскажет ваша фантазия. Полосочки можете делать и 7 полосок, чтобы у вас получилось. Я буду 5 здесь использовать. Сейчас приготовим вишневую прослойку. 350 грамм вишни и 330 грамм вишневого компота, в котором вишня у меня была в банке. 45 грамм кукурузного крахмала, 1 чайная ложка корицы и 2 столовые ложки лимонного сока свежевыжатого. Все это просто перемешиваю. Компот у меня очень сладкий, поэтому сахара я дополнительно туда не добавляла. Вы же смотрите по сладости своего компота. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании довожу сейчас до кипения. Как только пошли первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю с огня. Итак, добавляю туда теперь всю эту консервированную вишню, просто аккуратно перемешиваю, и вишневая прослойка уже у нас готова. Сразу же сейчас будем ее использовать в торте. Еще горячую вишневую прослойку я сразу же выкладываю на нижний корж. Это нужно сделать обязательно в горячем виде. Нижний корж я не пропитываю, потому что, как я уже сказала, что бисквит влажный, он очень вкусный, и от прослойки он еще дополнительно пропитается. То есть здесь я его никак не увлажняю. Если вы любите уж совсем такие мокрые бисквиты, вы можете пропитать на ваше усмотрение любой пропиткой. Сейчас я отправляю это примерно на час в холодильник. Здесь у меня 250 грамм размягченного сливочного масла. Масло 82% жирности. Я его взбиваю примерно 3-4 минуты до побеления, до пышности. И сейчас примерно по 2 столовые ложки остывшую до комнатной температуры заварную основу я добавляю к маслу и так недолго прорабатываю всю эту смесь миксером. Долго здесь ничего взбивать не нужно, потому что крем начиночный. Главное, чтобы обе массы объединились и чтобы не было комочков. Все, крем уже в принципе готов. Крем получается очень вкусный. Он на вкус как такой нежнейший пудинг получается, даже не как масляный крем. Остатки от бисквита я измельчаю. Можете в измельчителе, я вот руками вам показываю, что в пакете можно это сделать. Крем я сейчас делю вот так на 2 части. Половину крема я добавляю к измельченной крошке, к остаткам от бисквита. Все это перемешиваем сейчас. В эту же половину крема я добавляю 1 чайную ложку корицы. Вы можете не добавлять корицу, если она вам не нравится. Вы можете добавлять более такие насыщенные специи, то есть специи, которые мы добавляем для выпекания пряников. Все, что вам понравится. Масса у меня уже готова. Я сейчас на остывшую вишневую массу выкладываю вот этот крем с бисквитной крошкой. Бисквитная крошка, смешанная с кремом, на вкус уже ощущается немножко по-другому. То есть она уже более нежная такая и совершенно по-другому раскусывается, нежели обычный бисквит. Поэтому этот нежнейший шоколадно-кремовый слой, он тоже дает свою такую неповторимую нотку в этом торте. Теперь полосочки от бисквита, которые мы нарезали ранее, я устанавливаю в незастывший крем, чтобы они туда просто погрузились. 5 полосочек. Еще раз повторяю, вы можете сделать и 7 полосок. Это все на ваше усмотрение, просто полоски нужно будет разрезать более тонко.
Я выложила в кондитерский мешок оставшуюся половину крема и наполняю уже этим кремом вот эти расстояния между полосками. Делается все это совсем несложно. Еще раз повторяю, если вы любите очень пропитанные торты, вы можете пропитать и эти шоколадные полоски из шоколадного бисквита, я имею в виду. Остатками крема я сейчас покрываю полностью все эти бисквитные полоски и уберу сейчас заготовочку в холодильник, ну, примерно часа на 3-4. Вы можете на ночь убрать, вкусы еще более объединятся, и торт будет очень вкусным. Достала из холодильника, извлекаю торт из формы. Торт похож чем-то по вкусу на торт «Черный лес» Шварцвальда Кирш-торты, немецкий торт. Но тот торт, он очень воздушный и легкий. Этот торт, он более такой насыщенный и, я бы сказала, очень такой уютный зимний торт. Сейчас я растопила в микроволновке 50 грамм молочного шоколада, не темного, а именно молочного. Вы можете и темный шоколад здесь использовать. И делаю вот такую паутинку из шоколада. На холодном торте она застывает очень быстро. Украшаю здесь также вишнями и веточками розмарина. Это все на ваше усмотрение, как украшать. И посыпаю кокосовой стружкой. Вы можете этого не делать, если вам не нравится кокосовая стружка, но она выглядит оптически просто как снег. Разрезается торт очень хорошо, он очень хорошо держит форму. Торт получается большой, его можно также подавать как порционные пирожные, естественно. Это очень удобно, когда вам нужен торт на большую компанию из самых простых продуктов. То есть в этом торте я показываю, как подать самые простые продукты очень необычно и красиво и вкусно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Сегодня в данном видео я делаю нереально вкусный, бюджетный яблочно-ореховый торт. Готовится он без сливок, без желатина. Получается необыкновенно просто вкусным, очень красивым. Его можно подавать как нарезные пирожные. Готовится торт очень просто при помощи ручного миксера. Итак, здесь у меня 160 грамм муки. Добавляю туда 10 грамм какао-порошка, 10 грамм разрыхлителя и 100 грамм молотого фундука туда добавляю. Здесь можно брать и грецкие орехи, и миндаль, но не нужно брать здесь арахис. Все это перемешиваю просто до однородности. Орехи здесь у меня крупные, поэтому комочков из муки здесь не образуется благодаря этому. 4 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара туда добавляю и повзбиваю где-то 1 минуту. Также я туда добавляю порциями 180 грамм сахара. И вместе с сахаром повзбиваю где-то 3-4 минуты сейчас, не больше. Добавляю туда 100 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растительного масла без запаха. Это я уже повзбивала примерно 3 минуты перед этим. И вот такая масса у меня получилась. Сейчас добавляю туда всю сухую смесь. Просеивать я ее не буду, потому что орехи здесь у меня очень крупные. Мука здесь перемешалась уже с орехами, комочков здесь нет. Форма здесь у меня 28 на 18 сантиметров. Также можете брать и круглую форму на 26 сантиметров в диаметре. Выпекать буду при 175 градусах примерно 35 минут. Выпекаю на среднем уровне, режим вверх-вниз без конвекции, в заранее разогретой духовке при 175 градусах Цельсия. Палочка выходит по прошествии 35 минут сухая и чистая. Даем полностью остыть коржу. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем.
150 мл холодного молока, 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко, очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Здесь у меня 700 грамм яблочного пюре. Покупное пюре у меня здесь, оно у меня слегка подслащенное. Отправляю, довожу сейчас до кипения. 80 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 60 грамм кукурузного крахмала. И наливаю туда 100 мл холодной воды. В конце, я специально ее добавляю в конце, чайную ложку корицы. Корицу здесь можете не добавлять, то есть можете оставить это все без корицы. И сейчас закипела у меня уже яблочная смесь. Ввожу туда тонкой струйкой при непрерывном помешивании всю пудинговую смесь. На умеренном огне сейчас довожу до кипения. Здесь, конечно же, в эту яблочную основу можно добавить любые ваши любимые специи по вкусу, и цедру апельсина можно добавить, чтобы сделать этот торт более пряным, уже зимним. То есть это все на ваше усмотрение. Как только закипела вся смесь, провариваю еще примерно 20-30 секунд и снимаю с огня. Сейчас буду остужать эту смесь до очень холодного состояния. Заварную основу остужаем для крема до комнатной температуры, а вот яблочную смесь остужаем до очень холодного состояния. Убираю сейчас. Обязательно накрываем все это всегда пищевой пленкой. 250 грамм размягченного сливочного масла, 82% жирности. Я взбиваю минуты 2-3 до такого побеления и пышности. И сейчас по 2 столовые ложки заварной основы, которая остыла у меня уже до комнатной температуры, буду прорабатывать миксером вот примерно, вот как я сейчас показываю в видео. Здесь я специально не вырезала эпизоды здесь из видео. Вот примерно такое количество времени. И так я прорабатываю всю заварную основу. То есть долго здесь ничего не взбиваем. И масло и заварная основа должны быть не менее чем 25 градусов Цельсия по температуре, иначе крем начнет расслаиваться. Это очень важный момент. Вот такой пышный, красивый крем у меня в итоге получился. Крем начиночный. Меня все здесь устраивает. Прикладываю сейчас крем в кондитерский мешок. Уже у меня сам корж остыл до комнатной температуры. Я сразу же его сейчас нарезаю на коржи. Очень удобный, очень быстрый рецепт. Влажный получается бисквит, очень удачный. Видите, у меня крупные орехи здесь, поэтому я, конечно же, не просеивала эту смесь. Вы можете также здесь использовать ореховую муку, но вот с кусочками орешков очень вкусно. Здесь, конечно, также идеально подойдет грецкий орех. То есть орех во вкусе должен чувствоваться. Фундук и грецкий орех здесь идеально подойдут. Шапочку сейчас оставляем для посыпки. И начинаем сборку тортика. Коржи я здесь ничем не пропитываю, коржи очень влажные получаются. Если вы любите такие мокрые уже бисквиты, вы можете пропитать. Наношу сейчас небольшую часть крема на корж и разравниваю. Теперь отсаживаю вот такие борозды из крема, как бы бордюры такие. Крем здесь можете взять любой, в принципе, можете взять из яблок крем. У меня есть на канале, который на яблочном пюре готовится.
И я ссылочку вам оставлю в описании к данному видео. Тоже очень интересный рецепт и очень вкусный. Яблочная основа остыла уже до очень холодного состояния. Вот это очень важный момент. И отсаживаем ее между бороздами. Все это также, конечно же, можно собирать и в круглой форме. Тоже очень удобно и очень красиво получится. Надставляю здесь вот эти промежутки, чтобы борозды красиво потом смотрелись в разрезе. Выкладываю второй корж. Очень удобно коржи выкладывать вот с такой мягкой подложки. Использую вот такую мягкую доску пластиковую. Сейчас кремом покрываю второй корж и отсаживаю также бордюрчики из крема. И здесь на ваше усмотрение можете по-разному здесь украшать и делать. Просто даю вам как идею здесь. Все на ваше усмотрение. Надставляю эти бортики, чтобы у меня уже яблочная основа была как бы между этими бортиками. Всю яблочную основу я выкладываю уже на этот корж, на второй, разравниваю. Яблочная смесь здесь идеально подходит по вкусу к этим коржам. Измельчаю верхнюю шапочку от второго коржа. Можно сделать вот так руками. Бисквит очень нежный, он очень пушистый, воздушный получается и в то же время хорошо держит форму. Убираю сейчас на 3-4 часа в холодильник. Можно на ночь убрать просто, чтобы вкусы объединились. Яблочная вот эта здесь основа, она очень такая влажная, и поэтому и от нее даже эти коржи пропитываются, конечно. Нарезаю сейчас еще в холодном виде. Если вы хотите нарезать на порционные пирожные, лучше достать из холодильника, нарезать и полчаса дать постоять. И тогда будет идеальный разрез и будет необыкновенно мягкий, тающий во рту крем-пломбир. Яблочная основа здесь не растекается при комнатной температуре. Пропорция здесь идеальная, крахмал не чувствуется во вкусе, но она очень хорошо держит форму, эта яблочная основа. Вот так нарезается на порционные уже кусочки, как на пирожные. Сейчас вот этот кусочек я надламываю еще в холодном виде вилкой. Он еще не постоял у меня при комнатной температуре, и я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых праздничных, всемирно известных тортов. Это торт «Красный бархат». По многочисленным просьбам готовлю сегодня этот торт именно большого диаметра, 26 сантиметров в диаметре. Торт, приготовленный по этому рецепту, который я сегодня показываю, получается необыкновенно просто влажным и сочным, без пропитки. То есть коржи получаются очень насыщенные во вкусе, именно такие, какими они и должны быть. Прекрасно нарезаются. Торт, который идеально смотрится в разрезе и просто необыкновенно, незабываемо вкусный получается по вкусу. Сразу хочу сказать, что все ингредиенты, которые я сейчас буду показывать, указывать, это на один корж 26 сантиметров в диаметре. Потом я все это напишу подробно в описании к данному видео. Сейчас мы берем всех ингредиентов именно на один корж. И каждый корж будем выпекать отдельно. Итак, сначала растворим краситель. Мне понадобится пахта, бутермильх по-немецки, кто в Германии живет, девочки, так же, как это и есть в оригинальном рецепте, 120 мл. Сразу говорю, если нет пахты, добавляйте кефир, либо же йогурт берите. Сразу же растворяю в пахте 4 грамма примерно, я потом взвешивала это в каждой ложке, 4 грамма примерно пищевого красного красителя. Гелевый водорастворимый краситель. У меня здесь краситель от фирмы Rainbow Dust, он очень хорошо ведет себя при выпечке. Также можете брать свои любимые проверенные гелевые или же сухие водорастворимые красители пищевые. Смесь с красителем отставим пока в сторону. 180 грамм муки, 20 грамм кукурузного крахмала, 6 грамм какао-порошка, обязательно щепотка соли, без горки 1 чайная ложка разрыхлителя и 1/4 чайной ложки соды. Все это перемешиваем и пока отставляем в сторону.
60 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю, чтобы оно так объединилось и немножко пышным стало. И добавляю туда 180 грамм сахара. Пакетик ванильного сахара 8 грамм. 90 грамм растительного масла без запаха. Все это сейчас взбиваю примерно минуты 3, чтобы вся эта масса очень хорошо объединилась и стала пышной. Она так сначала тяжело будет объединяться, но потом все это объединится. 2 крупных яйца. Добавляю сюда отборная категория или размер L в Германии, да, где я живу. Добавляю поочередно и прорабатываю примерно по полминуты миксером. Вот такая пышная масса должна у нас в итоге получиться. Просеиваю туда всю заранее приготовленную нами сухую смесь. Все это просто прорабатываю миксером. Просто чтобы масса объединилась. Ничего долго не взбиваю. Добавляю туда половину столовой ложки уксуса. От 5 до 9% можно брать уксус. Все это просто перемешиваю. И сейчас вливаю туда всю смесь с красителем. Для этого мы ее и приготовили в самом начале, чтобы краситель полностью разошелся у нас уже в пахте, либо же в кефире, что вы будете использовать, что у вас есть под рукой в наличии. Все это просто перемешиваем. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Ничего долго не взбиваю, просто чтобы полностью объединилась масса. Вот здесь на данном этапе нужно очень внимательно смотреть, чтобы полностью вся масса была прокрашена красителем. Иначе у вас будут некрасивые просто вставки. Уже в этом бисквите все с боков обязательно миски собираем. Вот такая смесь должна получиться. 26 сантиметров в диаметре у меня застелена фольгой, просто форма разъемная без дна. Выпекать буду примерно 25-30 минут. Трудно сказать, сколько в вашей духовке потребуется на это времени, у каждого это индивидуально. Выпекаю на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне. Конечно же, в заранее разогретой духовке. Духовку не открываем во время выпечки. Коржи мы будем примерно по 3,5 см делать. Они будут достаточно высокие. Сейчас сразу же еще в теплом виде я освобождаю корж от формы. И каждый корж я сейчас буду выпекать отдельно, как я уже сказала. В красном бархате это очень часто бывает, чтобы каждый корж выпекался именно отдельно. Сейчас переворачиваю его сразу же еще в теплом виде на решетку. Снимаю с него всю фольгу со дна. Как только он у меня остыл до комнатной температуры, чтобы из него не шел пар, то есть корж нежнейший получается, с ним нужно обращаться бережно, но он того стоит, он очень вкусный. Вы можете здесь по вашему усмотрению уменьшить немножко количество сахара, но немного. И выпекаю уже следующий корж, пока тот остывает. Приготовила то же самое, те же самые ингредиенты. И так же, как только он испекся, я его сразу же извлекаю из формы. Также переворачиваю на решетку. Буквально тающий во рту будет у нас корж. И вот так в пищевом пакете я сейчас его уберу в холодильник. На пару часов можно на ночь убрать. Каждый корж я отдельно буду сохранять. И каждый корж буду отдельно вот так вот ставить в холодильник. Итак, у меня прошло несколько часов. Коржи отлежались уже в холодильнике. Они превосходно нарезаются. Шапочка нам сейчас обязательно понадобится для обсыпки торта. Примерно 3 сантиметра в высоту у меня каждый корж. То есть торт высоким будет вместе с кремом примерно 10 сантиметров. Как это и бывает в красном бархате. То есть тонюсенькие коржи здесь я не делаю. Обрезки убираю.
Вы можете не обрезать здесь верх, вот эти шапочки такие незначительные. Это все на ваше усмотрение, как вы сами считаете нужным. И сейчас приготовим очень быстрый и простой крем на основе творожно-сливочного сыра, как это идет в классическом рецепте. 500 грамм сливочного масла размягченного я взбиваю до пышности. Добавляю туда 300 грамм сахарной пудры. Взбиваю сейчас до побеления и до пышности, чтобы очень хорошо объединилась пудра с маслом. В американских рецептах очень часто используется такой крем или подобные кремы на основе масла, сахарной пудры и сливочного сыра. Здесь у меня сыр обычной жирности, немало жирный нужно брать, обязательно комнатной температуры. 600 грамм творожно-сливочного сыра. Чем качественнее будет у вас сыр, тем меньше у вас будет расслаиваться этот крем. Взбиваю максимум здесь 30 секунд, это максимум, от 20 до 30 секунд. То есть не нужно здесь долго ничего взбивать, просто чтобы массы объединились. И как я уже сказала, творожно-сливочный сыр обязательно должен быть комнатной температуры, ни в коем случае не холодным. Просто проработаю быстрым миксером после того, как перемешала все с боков. И крем уже готов. Можно собирать торт. Торт делается на самом деле несложно. Главное просто выпекать коржи. Вы можете эти коржи испечь заранее. Их можно заморозить. Можно пару дней хранить в пищевой пленке уже в обработанном виде, уже в обрезанном в холодильнике. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли выпекать это все одним коржом. Теоретически можно, но будут подгорать дно и бока. Не то чтобы даже подгорать, но они изменят сильно свой цвет. То есть они станут более темными, и вам придется их, возможно, обрезать. Сейчас я разделила крем примерно на 4 равные части. 2 части у меня идет в прослаивание коржей, 3-я часть идет на боковины торта и 4-я часть на покрытие торта сверху. Еще один рецепт торта «Красный бархат» есть на моем канале. Уже пару лет он как есть. Тот рецепт тоже очень-очень хороший. Я часто им пользуюсь. Там я показываю торт именно маленький, на 16 сантиметров в диаметре. Ссылочку на тот рецепт я, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео. Тортик я покрыла уже полностью кремом. И сейчас можно уже подготовить обрезки. Вы, конечно, можете и в измельчителе их измельчить, но я вот так на скорую руку здесь украшала. После того, как я покрыла тортик крошкой, я убирала его на несколько часов в холодильник. Он очень хорошо у меня там стабилизировался, и можно его уже украшать и нарезать. Украшаю его вот так в рождественском стиле, очень просто, веточками розмарина, конфетами шоколадными, которые покрыты у меня просто кондитерским кондурином, и сахарной пудрой, и сахарной посыпкой золотого цвета украшаю. Торт очень вкусный, необыкновенно просто вкусный, получается влажный, именно со вкусом очень хорошего нежного красного бархата. Его, в принципе, можно нарезать сразу после остывания. Если вы будете после остывания его нарезать, будут такие волокнистые коржи сразу видны, вот такие супер сочные. Но я показываю здесь так, как он уже отстоялся в холодильнике, и, на мой взгляд, это более эстетично смотрится. Несмотря на то, что торт очень сочный, влажный, он не клеклый, он очень легкий, это видно при надламывании вилкой. Я готовлю необыкновенно вкусный, быстрый, пряный Наполеон в шоколаде. Торт получается очень сочным, тающим во рту, необычное сочетание из самых простых продуктов и необыкновенно вкусный. Итак, приготовим бисквит. Здесь у меня 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка, 4 грамма разрыхлителя. Также я туда добавляю 1 чайную ложку без горки приправы для пряников, смесь такая пряная, и половина чайной ложки корицы. Если вы не любите эти пряности, вы можете их, конечно же, не добавлять. Я показываю вот оригинальный рецепт этого торта, вы делаете на свое усмотрение. Здесь 2 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара и 80 грамм сахара туда добавляю. Все это просто перемешиваю. Ничего здесь взбивать не буду. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Вливаю туда 30 грамм растительного масла без запаха и 70 миллилитров молока. Комнатной температуры обязательно все это перемешиваю. На данном этапе сейчас растворится весь сахар. Обязательно духовку уже держите разогретой, потому что тесто готовится буквально за несколько минут.
Просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Сразу хочу сказать, если вы не хотите все эти специи в бисквите, вы можете их не добавлять. Просто какао добавляйте, разрыхлители 4 грамма, и все у вас получится, и будет прекраснейший шоколадный корж, очень влажный, который даже не требует пропитки. Возьмите себе его на заметку, он получается всегда. И вот для таких быстрых домашних тортиков просто незаменимый вариант. Здесь у меня форма 28 на 18 сантиметров. Прямоугольный, вы можете брать также круглую форму 26 сантиметров в диаметре. То есть это все на ваше усмотрение, все, что у вас есть под рукой. На температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, мы будем выпекать 20 минут этот коржик. Он печется очень быстро до сухой палочки, чтобы она у вас выходила сухая и чистая из коржа. Духовку во время выпекания не открываем. Здесь у меня 375 грамм слоеного теста. Тесто у меня покупное. Можно здесь смело брать 400 грамм теста, это не будет лишним в данном тортике. Нарезаю вот такими полосочками. Когда я достану сейчас шоколадный бисквит, духовку я сразу разогрею на 200 градусов Цельсия и буду выпекать примерно 20 минут, без конвекции тоже, до золотистого цвета. Шоколадный корж у меня испекся, и также у меня испеклись уже полосочки слоеного теста. Остывают они мгновенно, шоколадный корж тоже остыл очень быстро. Я его достаю из формы и сразу же срежу с него шапочку. То есть корж очень неприхотливый, очень удобный в работе, всем советую его использовать. Еще раз повторяю, что специи здесь можете вообще никакие не использовать, просто делать шоколадный бисквит, если вас смущают специи. Можете добавить их в 4 раза меньше или в 2 раза меньше. Это все на ваше усмотрение. Но здесь они просто придают очень нежную пряную нотку в этом торте. Снимаем эту шапочку. И она нам сейчас пригодится. Сейчас вот отламываю кусочек. Смотрите, какой нежный бисквит получается. Он мягкий, такой влажный, очень-очень вкусный. Даже не требует здесь пропитки. И сразу смотрите, еще в не до конца даже остывшем виде я его нарезала, какой он получается ровный. Ставлю его обратно в форму, это очень важно здесь. Сразу же поставить форму, потому что мы сейчас будем сразу заливать горячим кремом. Для крема я беру сейчас 750 мл молока, довожу до кипения, 200 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара или экстракта берите, 80 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю. Также можете брать ванильный пудинг, здесь порошок для пудинга. Заливаю туда 250 мл холодного молока. Все это перемешиваю. Вот в той последовательности, в которой я показываю, очень удобно все эти ингредиенты перемешивать, именно чтобы не было комочков. 4 яйца среднего размера также размешала. Также можете здесь брать вместо 4 яиц 12 желтков, если они у вас имеются и остаются от меренги, допустим, от зефира. Очень удобно тоже использовать. В горячее молоко я тонкой струйкой влила всю эту смесь, довела до кипения на умеренном огне при непрерывном помешивании. И когда пошли первые пузыри, проварила еще 30 секунд и снимаю смесь с огня. 100 грамм сливочного масла добавляю, перемешиваю все это. Здесь я добавляю 1 чайную ложку корицы. Я здесь намеренно добавляю корицу в самом конце процесса, чтобы кому это не хочется делать, могли ее вообще не добавлять. Я добавляю, потому что я все люблю с корицей. И вам советую попробовать, кто любит вот именно пряные такие десерты. Здесь именно горячую пудинговую смесь я распределяю по коржу. Бояться этого не нужно, она сейчас вся застынет. Торт будем готовить без желатина. Это очень удобно тоже и очень быстро все получается. Здесь полосочки из слоеного теста выкладываю вот такими слоями. Вы также можете и в круглой форме их также выкладывать. Их нужно будет просто обрезать вот именно по диаметру круглой формы. Выкладываю еще слой горячего крема. Покрываю еще слоем полосочек слоеного теста.
Здесь очень важно не передержать в духовке вот эти полоски слоеного теста, чтобы они у вас сильно не зажарились. Потому что вот именно в такой нарезке слоеное тесто очень быстро подгорает. Обратите на это внимание. То есть 20 минут и сразу нужно вынимать их из духовки при 200 градусах Цельсия. Здесь, как я уже сказала, вы можете не использовать корицу, это первое, и второе, брать смело 400 грамм слоеного теста. Также вы можете сами приготовить слоеное тесто. У меня есть подробнейшее видео по приготовлению торта Наполеон на моем канале. Я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео, кто захочет сам его приготовить. Но сейчас продается огромное количество хорошего качественного слоеного теста, и можно его смело использовать. Я все это разравниваю, накрываю сейчас пищевой пленкой и убираю этот тортик часов на 6 в холодильник, чтобы вот эти полосочки полностью пропитались. Здесь я беру консервированные персики. Это очень быстрый вариант. 480 грамм здесь у меня самих фруктов. Нарезаю их кубиком. Вместо персиков, конечно же, здесь можно использовать мандарины консервированные, либо же сами, если вы их можете приготовить, очистить правильно. И, конечно же, здесь можно использовать карамелизированные яблоки. Как правильно карамелизировать яблоки, есть подробнейшее видео на моем канале. Ссылочку на тот торт с яблоками я вам оставлю в описании к данному видео. И яблоки есть всегда у всех в наличии, можете их очень быстро приготовить. Буквально полчаса, не больше это займет. Здесь 400 мл очень холодных сливок для взбивания. Я беру жирностью не менее чем 30% жирности. Добавляю туда 16 грамм загустителя для сливок, 50 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара. Взбила до устойчивых пиков. Здесь измельчаю остаточки от бисквита. Можно это в измельчителе делать, можно вот так вот руками сделать, можно в пакете. Разделяю бисквитную крошку, все количество, на 2 равные части. Половину крема сливочного я также разделила на 2 части, и половину этого крема я добавляю к крошке, к бисквитной. И сейчас все это перемешиваю. Вы можете вместо сливок здесь брать также отвешенную сметану, ее взбить. То есть все на ваше усмотрение, если вам не нравится вот вариант со сливками. Здесь получается у нас очень необычный слой, именно перемешанный с крошкой. Заиграет по-другому совершенно во вкусе вот эта крошка. Вроде что уж там, самая примитивная, так сказать, крошка, да? Но этот слой очень красиво смотрится в разрезе. И крошка, когда она с кремом перемешана, она совершенно по-другому ощущается на вкус. И я считаю, что не нужно ее сбрасывать со счетов. Эту крошку вроде как уж проще некуда. Выкладываю слой персиков и вторую половину крема. Убирала в холодильник на час, и после этого посыпаю сейчас просто крошкой. Крошка вот эта, она тоже пряная, она тоже придает вот эту пряную нотку. Еще раз повторяю, что если вы не хотите этой пряной нотки, вы можете ее вообще не добавлять туда, эту пряность. Сейчас вырезаю тортик из формы. Торт очень хорошо держит форму. Здесь адекватное количество мы крахмала использовали, он не чувствуется во вкусе, но в то же время он очень хорошо держит форму и при комнатной температуре. Сейчас посыпаю просто кокосовой стружкой боковину торта и слегка вверх, чтобы придать такую зимнюю нотку этому торту. Кокос, кстати, очень хорошо сочетается здесь во вкусе со всеми этими ингредиентами, которые мы использовали. Нарезаю горячим ножом, очень удобно нарезать. Торт получается очень мягкий, буквально тающий во рту. Главное дать хорошо пропитаться вот этим палочкам из слоеного теста. Персик здесь очень освежает. Также, я уже сказала, можете яблоки карамелизировать и использовать их здесь. Очень красивый разрез получается. Этот торт порадует именно тех, кто любит пряные десерты, кто любит влажный торт Наполеон, такой не хрустящий. И очень вкусный он получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.
Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный торт «Мандариновый восторг». Торт очень просто готовится, получается сочным, вкусным, буквально тающим во рту и очень-очень быстрым. Итак, сначала приготовим коржи. Для коржей я разделила 4 средних яйца на желтки и белки. В белки я добавляю 8 грамм ванильного сахара, щепотку соли. И от общего количества сахара 180 грамм я всыпаю в белки где-то четверть. И взбиваю сейчас до таких мягких пиков. До жестких пиков взбивать это не нужно, потому что здесь мы коржи готовим по принципу шифонового бисквита. И именно в таком тесте сильно взбитые белки потом осадят просто тесто. Видите, вот такие вот подрагивающие пики должны у нас в итоге получиться. 4 желтка разбиваем, всыпаем туда порциями оставшийся сахар примерно в 4-5 приемов. И желтки взбиваем где-то минуты 4. Очень многие пропускают этот шаг, но желтки должны быть также всегда хорошо взбиты. Вливаем туда 60 грамм миллилитров мандаринового свежевыжатого сока, 100 миллилитров молока комнатной температуры и 100 грамм подсолнечного масла без запаха. И также цедру 3 таких достаточно крупных мандаринов я туда всыпаю. Все это перемешала, просто ничего не взбиваю. Просеиваю сейчас туда 160 грамм муки, 10 грамм разрыхлителя и 70 грамм кукурузного крахмала. Можете крахмал заменить мукой, но с крахмалом бисквит получается необыкновенно сочным, влажным, абсолютно не требующим пропитки. Его просто можно кушать как отдельный десерт. Все это просто перемешали, ничего не взбиваем. И сейчас в это готовое тесто с мукой мы вмешиваем лопаткой приготовленные нами ранее белки. Я буквально все белки выкладываю уже в тесто и аккуратно перемешиваю лопаткой. Они не очень хорошо здесь держат форму, как мы бы, допустим, на меренгу взбивали. Вот такими они и должны здесь быть. Аккуратно перемешиваем. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать будем на режиме верх-низ без конвекции. Вот такой консистенции тесто у нас получилось. 2 формы по 20 сантиметров. И здесь смотрите, в одну из форм я вливаю в 2 раза больше теста. И во вторую форму я вливаю тесто на 1 корж. Всего вместе у меня получится 3 коржа, примерно по 2,5 см в высоту. Шапочки у коржей я буду срезать. В переднюю форму я влила тесто в 2 раза меньше, то есть на 1 корж, а в ту форму, что на заднем плане, я влила тесто на 2 коржа. Убираю сейчас выпекаться. Первая форма, в которой было тесто на 1 корж, он выпекался у меня буквально 17 минут. Я его сразу достаю из формы. Вторая форма у меня стояла в духовке 25 минут. Пока еще форма очень теплая, я достала корж из формы. И сразу нарезаю на коржи. Еще идет пар, из него это видно. И вот такой влажный, сочный корж у меня получается.
очень эластичный. Сейчас я пока накрыла пищевым пакетом, чтобы просто не заветривались у нас коржи, пока я буду готовить крем. Здесь 120 грамм сахара и 30 грамм кукурузного крахмала. Сахар вы можете брать меньше или больше. У меня мандарины достаточно кислые. Если у вас сладкие мандарины, можете брать 100 грамм сахара. 250 миллилитров молока пастеризованного, то есть очень длительного хранения. Я высыпаю туда всю сухую смесь. Свежее молоко не подойдет, может свернуться от мандаринового сока. Поэтому берите лучше ультрапастеризованное молоко. Все это перемешала до однородности. 200 мл свежевыжатого мандаринового сока. Можете брать покупного из пачки, но я беру свежевыжатый. 2 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Вы можете также брать 6 желтков. Вливаю туда всю жидкую смесь. Все это перемешиваю. Добавляю туда цедру 3 достаточно таких крупных мандаринов. Все это перемешиваю. И иду сейчас уваривать эту заварную основу на плиту. Сейчас на умеренном огне, при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном, я довожу эту смесь до кипения. Когда начинаются первые пузыри, я провариваю эту смесь еще 20-30 секунд и снимаю ее с огня. Добавляю туда 50 грамм сливочного масла. Все это очень хорошо перемешиваю до однородности. Вливаю сейчас этот мандариновый крем в емкость, где он у меня будет остывать до комнатной температуры. Естественно, накрываем пищевой пленкой в контакт. И в это время приготовим сливочный крем. Здесь 250 мл сливок. Жирностью не менее 30%. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара, 250 грамм сыра маскарпоне, 300 грамм творожно-сливочного сыра я туда добавляю. И еще я туда добавила 50 грамм сахарной пудры. Это просто не вошло в кадр. Выключилась у меня камера. Но это и так понятно. Вот взбила до такой устойчивой консистенции. Коржи у меня остыли до комнатной температуры. Начинаю наносить крем на коржи. Вот таким образом кругами наношу. Первый не стала уже там снимать, но второй тут то же самое. Выложила и сливочный крем в кондитерский мешок, и мандариновый крем. Вот таким же образом, такими бороздами я вкладываю на коржи из кондитерского мешка. Все это слегка разравниваю. Сейчас сливочный крем вот такими столбиками отсаживаю по боковинам торта, потому что я хочу этот торт украсить этим же кремом. Шпателем вот сделала вот такие вот полосочки, столбики, и из насадки 1М делаю вот такие завитки. Сейчас остатки мандаринового крема отсаживаю на середину тортика. Все это делается очень просто и быстро. Разровняла слегка шпателем, выложила туда дольки мандарина и нарезаю сейчас же. Он у меня вообще не стоял в холодильнике. Надо, конечно, поставить в холодильнике, но здесь у меня времени не было. Такой тортик для домашнего чаепития. И вот такой прекрасный разрез, еще даже не простояв ни минуты в холодильнике, у меня получился. Торт получается необыкновенно вкусным, сочным и порадует всех любителей цитрусовых десертов. Вкус у торта очень сбалансированный. Бисквит буквально тает во рту. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных зимних праздничных тортов. Это торт Глинтвейн. Торт
роскошный просто, необыкновенно вкусный получается, очень легкий, вот такой нежный и мягкий, видно на видео, как он нарезается. Торт со вкусом всемирно известного напитка глинтвейн. Глинтвейн – это русское произношение слова глювайн, от немецкого глюендавайн – это горячее вино. То есть все мы, кто живем здесь в Германии, естественно, знаем, что такое глювайн. Это просто неотъемлемый напиток каждого рождественского базара, рождественского стола. И этот торт я сделала намеренно в безалкогольной версии, потому что зимние праздники – это семейные праздники. Вся семья собирается за столом, и чтобы дети могли попробовать этот торт тоже. У нас в Германии существует безалкогольный детский аналог глинтвейну – это киндерпунш, то есть детский пунш. И все наши дети, конечно же, с детства знают этот ароматный, горячий, очень такой насыщенный компот со вкусом глинтвейна. И поэтому торт, приготовленный по этому рецепту, смогут, конечно же, попробовать и дети, что очень радостно. Торт этот действительно роскошный, очень ароматный, нежный. Тут все вкусы очень дополняют друг друга. Послевкусие этого торта именно глинтвейна. Вот так вкусы собраны здесь в этом торте. Итак, сначала приготовим корж. Для этого я беру разъемное кондитерское кольцо без дна, застилаю его алюминиевой фольгой матовой стороной кверху. Меня очень многие спрашивают в комментариях, как самим вот эту форму сконструировать. Вот так очень просто и быстро она делается. 26 сантиметров в диаметре у меня эта форма. Итак, 340 грамм муки, 60 грамм какао-порошка, 15 грамм разрыхлителя. Все это сейчас я перемешиваю. Можно на этом этапе завершить приготовление всех сухих ингредиентов, но я обязательно добавляю туда 1 чайную ложку корицы. Роскошный будет вкус шоколадного бисквита с корицей. Очень советую ее добавить. Итак, 6 яиц среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбивала примерно минуту и добавляю туда 280 грамм сахара. И все это взбиваю минут 5. Дольше взбивать нет смысла, потому что будет у нас разрыхлитель здесь в тесте. 150 мл молока комнатной температуры, 150 грамм растительного масла без запаха. Все это просто быстро перемешиваю, ничего дальше не взбиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Обязательно просеиваем сухую смесь в таких бисквитах. Опять же повторюсь, если вы не любите корицу, можете ее не добавлять, но кто ее любит, обязательно добавьте туда эту чайную ложку корицы. Перемешиваю все это просто до однородности миксером. Ничего лопаткой здесь перемешивать не нужно. Вливаю туда сейчас 100 мл крутого, только что вскипевшего кипятка. И сразу же все перемешиваю, чтобы тесто не заварилось. Тесто готово. Прохожусь еще раз лопаткой по стеночкам и по дну миски. Переливаю все это в заранее приготовленную форму. Выпекать буду в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции примерно 45-50 минут. Это все по вашей духовке нужно смотреть. Итак, у меня корж испекся, дала ему полностью остыть в форме. Когда он у меня уже полностью остыл, извлекаю его сейчас из формы и нарезаю на 3 коржа. Вот здесь очень важный момент по поводу этой формы. Вот если вы возьмете такое кондитерское кольцо без дна, то 26 сантиметров мы выставили здесь, я вам показала по линеечке, его диаметр этого кольца. Если же вы возьмете обычную форму с дном для выпечки, следует брать на это же количество теста 28 сантиметров в диаметре, потому что все те формы обычные для выпечки с дном, они немножко мельче, чем указано это от производителя. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Итак, шапочку я здесь использовать не буду, вы можете ее использовать. Корж, который будет у меня нижним в этом торте, я намеренно делаю слегка пошире, потому что торт тяжелый, он будет немножко проседать, этот нижний самый корж. Советую вам тоже так же сделать. И приготовим саму начинку глинтвейн. 650 грамм размороженной ягоды у меня здесь. Обязательно 100 грамм чернослива туда добавляю. Кожицу одного апельсина с пометкой био. И также 1 чайную ложку специй для глинтвейна. Подробный состав этих специй я вам напишу в описании, естественно, под видео. Вы же можете 1 чайную ложку, если у вас нет таких специй, добавить для имбирных пряников туда. Также я сейчас беру 4 пакетика чая.
то есть с такими тоже зимними вкусами. Здесь у меня глинтвейн вишня и со вкусом немецкого знаменитого печенья Цимтштерны, то есть это такое ореховое печенье с корицей и апельсин. То есть я думаю, сейчас в каждой стране продается масса различных таких видов чая в зимней тематике, можете их брать. 400 мл кипятка, добавляю, завариваю этот чай, минут 5 он у меня постоял, извлекаю эти пакетики и добавляю всю эту жидкость от чая туда, в эту массу. Также я сейчас добавляю отдельно обязательно еще 1 чайную ложку корицы. Вот здесь я намеренно беру количество всех этих специй на такой средний вкус. То есть не для тех людей, которые очень любят такие насыщенные вкусы имбирных пряников, вот таких специй каких-то зимних. Нет, то есть чтобы каждый мог есть этот торт, чтобы всем понравилось. Если вы любитель всех этих зимних специй, смело кладите их в 2 раза больше. Всю эту массу я сейчас довела до кипения, сразу же сняла ее с огня и перетираю ее обязательно здесь через сито. Извлекаю сразу кожицы от апельсинов. Если у вас нет вот таких апельсинов с пометкой био, обязательно обработайте ваши апельсины перед употреблением. Сейчас огромное количество в интернете информации, как это сделать. Ягоды у меня здесь большее количество вишни, красная смородина, совсем немножко голубики, немножко ежевики и немножко малины в этой смеси. 720 мл готовой уже чистой жидкости у меня получилось. 60 грамм кукурузного крахмала, 170 грамм коричневого сахара, вы же можете обычный белый сахар брать, и 100 миллилитров холодной воды. Все это сейчас перемешиваю и вливаю уже к ягодной смеси. Если вы будете делать алкогольную версию этого торта, на данном этапе вы можете туда добавить смело 100 грамм крепкого алкоголя типа коньяка, рома, виски. Сейчас все основательно перемешиваю и иду сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании, довожу всю эту смесь до кипения. Как только у меня смесь закипела, я добавляю туда 1 мл ромовой эссенции. Больше я не добавляю, потому что будет уже очень сильный аромат, чтобы уже он не перекрыл собой все специи, этот ром. Вот это очень важно тоже здесь, кто будет безалкогольную версию делать. Как только прокипит у меня примерно минуту, я снимаю всю эту смесь с огня, переливаю ее в ту емкость, эту смесь, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. И приготовим уже сейчас крем. Снимаю сейчас цедру с одного апельсина с пометкой био. Если у вас нет таких апельсинов, пожалуйста, промойте свои апельсины надлежащим образом, чтобы кожица у них избавилась уже от этих химикалий, которыми они покрыты. Вся информация есть в интернете, как это сделать. Выжимаю сок из 2 апельсинов. В моем случае это 140 мл. Примерно 150 мл сока можно брать. Если, допустим, вы не любите цитрусовые или у вас аллергии на них, просто ванильный белый крем для этого торта не нужно использовать. Это слишком простой прямолинейный вкус будет. Тогда я советую взять вместо апельсинового сока с цедрой, взять 150 мл сливового сока с мякотью и немножко корицы туда добавить. И сделать из этого основу для этого курда. Вы можете также пробить блендером просто замороженную сливу. Будет тоже замечательный вкус у этого торта тогда с таким кремом. Добавляю туда также сейчас 70 грамм сахара и 2 яйца среднего размера. Вместо 2 яиц, если у вас есть в наличии желтки, вы можете добавить 6 желтков. Будет еще вкуснее с желтками. Сейчас на умеренном огне в ковшике с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения, провариваю примерно 10, максимум 20 секунд и сразу же снимаю все это с огня. Переливаю все это на сито, где-то цедра, чтобы у нас осталось в сите, может быть где-то белок подзаварился. Все это останется в сите и у нас будет идеальная гладкая масса. Добавляю туда обязательно 30 грамм холодного масла. Масло и остудит массу, и вкус будет гораздо богаче с маслом. Для этой массы крема я беру 9 грамм желатина. Желатин силой примерно 220 блюм здесь у меня. В желатин я добавляю 4 столовые ложки холодной кипяченой воды, примерно 40 мл. Сразу же обязательно перемешиваю. Даю сейчас желатину набухнуть. Как только желатин набух, прогрею его импульсами в микроволновке примерно 15-20 секунд. И уже распущенный желатин я вливаю струйкой в апельсиновую массу. Очень быстро все это перемешиваю, масса объединяется, оставляю ее остыть до такого слегка теплого состояния. И это уже будет нормально для введения в крем. Итак, готовим основу для крема. 400 мл охлажденных сливок для взбивания,
16 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры, 300 грамм охлажденного творожно-сливочного сыра, 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Естественно, сливки берем жирностью не менее чем 30% жирности. Взбиваю сейчас все это практически до устойчивых пиков. Здесь самое главное не перевзбить эту массу, чтобы она у вас не пошла крупинками. Поэтому практически до устойчивых пиков взбиваем. Когда масса уже достигла вот такой консистенции, аккуратно вливаю туда струйкой всю апельсиновую смесь. На умеренных оборотах миксера все это быстро перемешиваю. И прекраснейший, воздушный, очень ароматный и в то же время очень стабильный крем для торта у нас уже готов. Взбиваю крем вот до такой пышной консистенции. Благодаря желатину он уже сразу держит форму. Вот так превосходно. Перекладываю сейчас крем в кондитерский мешок. Делю крем на две примерно равные части. То есть одна часть крема нам понадобится на нижний корж. И вторая часть крема на второй корж нам понадобится. То есть где мы будем заполнять кремом в торте. Обязательно все это нужно будет делать из кондитерского мешка. Начинка глинтвейн тоже готова уже. Я также перекладываю ее сейчас в кондитерский мешок. Коржи я пропитываю просто молоком. Немного крема наношу на корж и делаю вот такие полосы из крема и надставляю их еще одной полосочкой, то есть как бы в два яруса так их делаю, потому что начинки здесь ягодные нужно брать много для этого торта. Эту начинку глинтвейн не жалейте, здесь ее должно быть много. Это нормальное ее количество, и она у нас такая слегка подвижная, так и должно быть. Сейчас покрываю также кремом и накрываю следующим коржом. И со вторым коржом проделываю то же самое. Если вы захотите делать алкогольную версию этого торта, тогда нужно брать другую пропитку на сахарном сиропе с коньяком, допустим, и тем самым как бы еще усилить алкогольный вкус этого торта. То есть 100 грамм сахара, 100 миллилитров воды довести до кипения, остудить и добавить туда 2 столовые ложки коньяка. Сейчас вторую порцию крема, вот эту вторую половину крема я использую уже для второго коржа. Крема здесь много не будет. И начинки этой глинтвейн тоже много здесь не будет. Немножечко у меня буквально начинки останется. То есть начинки здесь не жалейте, ее должно быть много в этом торте. Иначе не будет этого ощущения именно вот глинтвейна. Если вы захотите сделать тортик, допустим, 20 сантиметров в диаметре, вам просто всех продуктов следует взять вдвое меньше. И для коржей, и для начинки. Накрываю сейчас тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Убираю сейчас этот торт хотя бы на 5 часов в холодильник. Лучше его убрать на ночь. Когда у меня уже прошло это время, я готовлю крем для покрытия. Самый простой элементарный крем масляный на сгущенке. Он идеально просто подойдет для покрытия этого торта. 380 грамм размягченного сливочного масла взбиваю примерно пару минут и добавляю туда 380 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки, примерно по 1 столовой ложке, и быстро прорабатываю все это миксером. Крем этот взобьется очень быстро и очень просто. Сгущенку обязательно тоже берем комнатной температуры, взбиваем все это до устойчивого глянцевого состояния. Вот такой прекрасный крем сразу получается. 2 столовые ложки крема я откладываю в отдельный кондитерский мешок. Буду это использовать для украшения. В оставшийся крем я добавляю смело 3 столовые ложки какао-порошка. Обязательно просеиваю через сито какао-порошок. И все это очень быстро объединяю просто миксером. Крем у меня готов. Он получился очень стабильный, красивый, но он слишком стабильный для покрытия торта. Поэтому примерно 20 секунд я его по 5 секунд прогрела импульсами в микроволновке. Каждые 5 секунд нужно смотреть и перемешивать, чтобы была вот такая консистенция для покрытия. Торт очень хорошо у меня стабилизировался в холодильнике. Снимаю с него пленку и покрываю его уже приготовленным кремом. Крема здесь много не будет. Крем этот очень хороший на сгущенке с какао. Не зря его здесь использую. Он не доминирует абсолютно во вкусе. Он просто собой как бы дополняет вкус этого торта. И он очень хорошо держит, стабилизирует этот торт. Если вы любите корицу, вы можете туда половину чайной ложки и в крем к этому какао добавить также и корицу. Это только придаст дополнительный плюс вкусу этого торта. В видео рецепт я даю, как я уже сказала, на такой средний вкус, но вы же можете добавлять смело, кто любит корицу.
Сейчас я все это выравниваю очень быстро, вот так столбиками отсаживаем крем, как я показала. Таким способом крем распределяется очень равномерно по боковине торта. Все это разравниваю просто пластиковым шпателем, пока крем еще такой подвижный. Он превосходно разравнивается. Можете и металлический шпатель брать, можете вообще ножом его разравнивать, у кого нет никакого шпателя. Все это можно сделать. Пока еще крем нестабильный, я сразу же покрываю сейчас сахарными посыпками шоколадными, и торт мой уже готов. Вы же можете для посыпки здесь боковины использовать также и шапочку от бисквита, которая у нас оставалась. Все на ваше усмотрение. При помощи разделителя для торта я сейчас делю этот торт на 16 порций. Торт большой, на большую компанию. Но торт очень легкий, он съедается моментально, такой торт, он необыкновенно просто вкусный. Сейчас вот из того крема, который мы оставляли ранее, то есть вот этого светлого крема без какао, я отсаживаю вот такие завитки. Это все на ваше усмотрение. Крема здесь как раз хватит на это украшение, 2 столовые ложки. Вот на украшение таких порционных кусочков, которые мы сделали при помощи разделителя для торта, оптимально по величине брать кондитерскую насадку 8 мм на выходе. Здесь я беру звездочку. Украшаю также сахарными посыпками, здесь у меня в виде звездочек, то есть чтобы рождественская тематика была. Вы можете вообще ничем это не украшать, но я украшаю. Естественно, этот торт вы можете покрывать абсолютно любым кремом. Вы можете его делать тематическим, в новогодней, рождественской тематике. Все на ваше усмотрение. Если вы покроете тонким слоем вот этого крема, который я вам показала, то есть масляным на сгущенке и с шоколадным вкусом, можете и не с шоколадным вкусом, этот крем превосходно подойдет для покрытия торта под мастику. Также, если тонким слоем его выровнять, он также превосходно подойдет и для покрытия белково-заварным кремом, чтобы не тянулись крошки, и чтобы вот эта большая кремовая начинка у нас была стабильной. То есть этот крем очень рекомендую здесь использовать и во вкусовом плане, и также в практическом. У торта получается шикарный разрез. Торт нежнейший на вкус, он просто тающий во рту, без преувеличения. Все вкусы прекрасно дополняют друг друга. Начинается с очень легкого апельсинового крема, обволакивается вот этим шоколадным бисквитом и заканчивается послевкусием начинки глинтвейн. Очень советую его готовить. На видео видно, как он нежно надламывается вилкой, и также при этом он прекрасно держит свою форму. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, всем успешной предрождественской выпечки.